Всем привет-привет. Так, сейчас я настрою. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Как и обещала, выхожу в прямой эфир со своей коллекцией лаков для стемпинга. Думала, как вообще в принципе показывать, да, эту коллекцию и что рассказывать, но в итоге решила, что, наверное, самое главное это в принципе рассказать, какие плюсы и какие минусы, да, вот есть, например, в той или иной марке лаков для стемпинга. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. А, У нас просто за окном, не знаю даже какая такая погода, которая очень быстро меняется. Вчера даже свет вырубили из-за того, что была сильная гроза, там такие молнии, да, такие раскаты прям грома. Вот. И где-то, в общем, даже какая-то вот и электросвязь была прервана, и то есть это буквально там на 3-4 часа у нас вырубили свет. Интересно узнать было бы, как у вас с погодой, все ли у вас хорошо, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Если не сложно, пожалуйста, напишите. И итак, сегодняшний наш прямой эфир посвящен лакам для стемпинга. В общем, я покажу свою коллекцию лаков для стемпинга и попробую рассказать, в каких марках какие плюсы и какие минусы, да, и то есть как с ними, в принципе, комфортно не работать, не очень комфортно работать, и что делать, да, если не совсем они как-то подходят. Надеюсь, что хорошо слышно, хорошо видно. Так, вроде бы со связью тоже все в порядке пока что. Так, вот такая первая коробочка. Это лаки для стемпинга от Калейдоскоп, Эль Коразон, да, то есть как бы это у них большие флаконы по 16 миллилитров, по 15 миллилитров, да, и есть у них также вот такие вот маленькие флаконы по 8 миллилитров. И в принципе, да, если вы, ну, делаете там не особо прям так вот сильно увлекаетесь стемпингом, да, то можно приобрести вот такие вот маленькие флаконы, и хватит вам их очень надолго. Сами лаки от Калейдоскоп, они очень пигментированы, то есть в плане пигментации к ним вопросов вообще никаких нет. Единственное, за счет того, что в их составе очень много пигментов все-таки, да, но вот они действительно очень хорошо пигментированы. То есть ими многие, ну даже мне иногда бывает довольно сложно отпечатать ими рисунок. Почему? Потому что они очень быстро сохнут. И если у вас есть вот такой вот разбавитель, да, для обычных лаков, или вот такой разбавитель для именно для лаков для стемпинга, да, этот разбавитель от Dance Legend, этот разбавитель также от Эль Коразон, но неважно, там вот есть и другие такие тоже разбавители для обычных лаков. То есть на вот такой вот флакончик, это вот буквально вот такого разбавителя, это вот 5 капель будет достаточно, да. Вот такого разбавителя будет достаточно там 2-3 капельки. То есть на флакон. Если там меньше половины, скажем так, да, самого лака, то 2 капли будет достаточно. Хорошо встряхнули, добавили разбавитель, хорошо встряхнули, и в принципе лаки отлично работают, и все хорошо. То есть из калейдоскопов у меня даже есть очень старинные лаки, то есть они уже прям вот были густые-густые, да, и при помощи разбавителей, в принципе, их можно было вот таким образом разбавить, да, то есть и
Все хорошо. Так вот, не могу. Сейчас открою. Постараюсь открыть. До такой степени резиночки просто сейчас нет под рукой. Ну, то есть, если разбавлять их при помощи разбавителя, то они, в принципе, начинают нормально работать, то есть комфортно, именно становится комфортно работать. То есть какой-то огромной скорости, да, там бешеной скорости для отпечатывания рисунка уже не понадобится. И тем самым реанимировать тоже при помощи разбавителей эти лаки можно. Вот такая вот у меня коллекция, но вот из этой коллекции я, например, могу отметить у Эль Коразонов именно оранжевые цвета, да. Это вот 72-й, вот, и есть у них также 12-й номер, это оранжевый неоновый, но, вы знаете, неоновый он так себе, скажем так, как неоновый, да, вот, а в плане того, что вот как оранжевый, он очень хорош. Ну вот, на мой взгляд, очень хороший. Остальные цвета у них, вот так вот сказать, у них вообще очень большая палитра, да, лаков для стемпинга. И, в принципе, этим, собственно, они и привлекают, да, то, что за счет того, что большая коллекция у них, да, очень много различных цветов, да, то есть вы зашли в магазин и выбрали те цвета, которые вам нужны, которые вам необходимы. В этом, конечно, очень удобно. И то, что удобно, то, что вот есть и большие флаконы, и маленькие. Вот видите, со временем лаки, например, они, если ими долго там не пользовались, да, не встряхивали, то есть они просто лежат, они отслаиваются. В принципе, эта проблема, ну не то, что даже проблема, да, такая ситуация, она случается со многими лаками для стемпинга, и в этом тоже нет ничего страшного. Все равно перед применением мы как бы встряхиваем флакончик, да, и, собственно, как бы и начинаем работать. Очень удобно то, что в этих флаконах есть металлические шарики, да, то есть когда вы встряхиваете их, они быстрее намного встряхиваются. Но на Алиэкспресс можно приобрести, в принципе, вот такие вот металлические шарики. И я такие шарики металлические добавляю практически во все флаконы. То есть если во флаконах их нет, то я добавляю. При помощи этих шариков, если лаки там долго у меня стояли, да, какие-то там я не пользовалась долго, то вот при помощи таких металлических шариков, то есть если так, значит, от Эль Коразонов, да, я отмечаю вот именно вот этот вот оранжевый цвет. У них есть также еще коллекция лаков для стемпинга. Это тоже именно лаки для стемпинга с магнитными частицами. У меня есть один, я тогда брала на пробу. Ну, в то время, когда они только появились, это, конечно, было вау, там супер, да, классно, там все здорово. Это было все интересно, было ново, но в принципе я поняла, что я особо эти лаки не применяю, да, то есть если так вот положа руку на сердце, да, сказать, в основном я все-таки использую какие-то вот цвета без эффектов. Даже золото и серебро, я и то, для многих золото и серебро, в принципе, довольно ходовые, да, такие вот лаки. Но вот я что-то как-то очень редко их использую. В основном все-таки меня интересуют именно цвета. Вот. Ну вот, если сказать, например, да, то есть вот у них ментоловый цвет, но такой цвет, он такой вот светло такой мятный. В принципе, сейчас вот посмотрю, так вот похожих как бы тоже нет, да, то есть вот у Эль Коразонов их палитра, ну вот между собой, да, они могут вот как-то быть похожими, да, то есть у них же в коллекции, да, можно вот раз и найти там очень похожие друг на друга цвета, да, но в принципе у них их колористы, они, ну,
на мой взгляд, довольно хорошо работают. Почему? Потому что вот сказать, что вот взять от Эль Коразон, да, какой-то вот такой вот необычный цвет, и от какой-то другой компании, да, они все равно будут отличаться. Поэтому все-таки цвета у Эль Коразон, они какие-то вот тоже свои, какие-то неповторимые. То есть интересные, есть там нужные, но вот от Эль Коразон у меня вот даже нет ни самых, как его, ни золота, ни серебра, у меня их нет, потому что я их и не заказывала. Ну, а вот эти вот магнитные в итоге, да, то есть как бы мало того, что я их редко использую, и со временем, то есть, да, я поняла, что мне неинтересна, скажем так, эта коллекция, да и не могу я сказать, что вот прям тут огромное количество магнитных частиц, вот прям супер там и все такое. То есть, если, например, обычные лаки для стемпинга у Эль Коразон очень пигментированы, они очень хорошие, да, там с пигментацией все нормально, то, например, вот эти вот магнитные лаки, ну, не могу так сказать по поводу пигментации. У Эль Коразонов, да, конечно же, повторки, да, 82 цвет я приобретала повторно. Этим цветом вот я раскрашиваю лица, когда, ну вот в реверсивном стемпинге раскрашиваю лица. Такой вот здоровый тоже румянец. Ну, такой здоровый цвет лица. Ну, соответственно, черный, конечно же, красный, вот у них 0,8 тоже повторно приобретаю. Такой вот прям кроваво-красный, очень красивый цвет. Красный тоже просто очень часто использую. Ну и, конечно же, белый и черный. Это у нас, в принципе, белый и черный, так как мы очень много тестируем пластин, да, то есть мало того, что тестируем, мы как бы делаем, подготавливаем обзоры, да, то есть на пластины, то есть белый, черный лак, это прям вот улетают постоянно, и такие цвета, как правило, если заказываются, то заказываются там по 2, а то и по 3 флакона сразу. Так, следующая коробочка. Это, значит, у меня здесь, скажем так, такая коробочка. Тут три, да, торговые марки, 3 фирмы. Значит, Beauty Big Bang. Начну с них. Сейчас, к сожалению, у Beauty Big Bang нету широкой палитры цветов, то есть у них очень мало цветов. И знаете, так, сейчас одну секундочку почитаю. Маргарита, здравствуйте, Маргарита. Дарья, спасибо за эфир. Не могу сейчас смотреть, у нас глубокая ночь, посмотрю в записи. Конечно, Дарья, спасибо большое, что все равно заглянули. Здравствуйте, Машенька, здравствуйте, Маша Джинджер. Здравствуйте, это я. Удачно попала. Элеонора. Да, Элеонора, здравствуйте, добрый день. Так, Мария Нейл Маникюр. Приветик, здравствуйте, Мария. Прям что-то для стемпинга у тебя добра много, прям боюсь представить. Нет, на самом деле, Марин, Машенька, да вы поймите, что у меня не так много, если честно. Есть любители стемпинга, у которых прям, ну вот совсем очень-очень много. Нет, у меня не так много. Так из Поднебесной, да, и можно сказать, что на этом, собственно, все. Много нету. Так, Антонина. Здравствуйте, Антонина, здравствуйте. Очень рада, что нашла ваш канал. Учусь у вас. Спасибо огромное, Антонина. Я с детьми в кафе. Приятного вам, приятного, Джинджер. И Валентина. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Так, вот следующая коробочка. Значит, здесь уже сейчас вот три компании, да. Начать я хочу с Beauty Big Bang.
К большому сожалению, сейчас у Beauty Big Bang нет большой палитры. И дополнить эту коллекцию, например, я уже на данный момент, ну, не смогу. И вроде как они не собираются, да, то есть у них нет по плану заново запустить свою коллекцию лаков для стемпинга, ну, в производство, да. Поэтому у меня уже тут нет многих цветов. К сожалению, они закончились, да, мы разбавляем, я разбавляю, конечно, разбавителем, да, много, часто и много, но, как вы понимаете, невозможно, да, все равно бесконечно разбавлять во флаконе лак для стемпинга рано или поздно, то есть все, он заканчивается. Вот на сегодняшний день вот у меня осталось несколько флаконов, причем вот эти вот флаконы, да, там голография, ну не могу сказать, вот во флаконе она смотрится шикарно, то есть у них голография во флаконе шикарная, но знаете, по итогу, да, ну это такое, там что-то где-то поблескивает, да, ничего особенного, да. Но вот металлики у них, в принципе, ну как бы тоже, но не все. Вот тоже голографик, да, и тоже во флаконе он очень красивый, но но на самом деле, ну, не могу сказать, что это прям сильная коллекция. А вот какие-то вот такие вот шиммерные, да, там типа вот что-то, как вот они их еще, сейчас слово у меня опять вот вылетело, да, и не поймаю, с эффектами, да, вот такие вот лаки есть неплохие. Вот этот, например, очень неплохой цвет, да, то есть вот синий, так, это 001 из коллекции 014, да, наверное. Но сейчас, понимаете, вот смысл, да, тоже говорить сейчас об этих лаках, если в наличии их у Beauty Big Bang. У Beauty Big Bang хороший очень был вот серый цвет, мне очень нравился, да, то есть тоже вот у меня полфлакона в принципе осталось, да, он такой вот светло-светло-серый. А вот, например, вот эта вот коллекция цветов 016, 017, да, они такие вот оранжевые, он тоже во флаконе смотрится очень хорошо, такой вот горчичный цвет, тоже необычный, в принципе, красивый, но, по сути, вот в деле, да, они такие вот слабо-слабо пигментированные. Да, понятно, что это все-таки лаки для стемпинга, пигментов в нем больше, чем в обычных лаках для ногтей, но все равно, на мой взгляд, недостаточно хорошие, недостаточно много пигмента, вот тоже 0,13. Ну, а так, в принципе, да, вот есть у них были удачные очень цвета, и вот если мы говорим о лаках из Поднебесной, то, в принципе, Beauty Big Bang, у них очень хороший белый, вот прям на донышке, прям совсем у меня чуть-чуть, прям белый-белый. Вот их лак белый для стемпинга, ну вот прям по пигментации, вот именно то, что у них, какой пигмент у них в составе, да, вот прям белоснежный пигмент. Вот мне нравился Beauty Big Bang, белый и черный, их черный. Да, но черный, в принципе, он, как и у многих, очень похож. Следующее, значит, это вот немножко у меня совсем, чуть-чуть, это лаки для стемпинга от Mundo de Uñas, да, то есть я один раз только заказывала. Там, знаете, это мексиканские лаки, они очень долго сохнут, то есть ими сможет работать любой новичок, который даже вот первый раз возьмет стемпинг-пластину, какой-нибудь там штампик и вот лаки для стемпинга от Mundo de Uñas, и у него все получится. Почему? Потому что с этими лаками вообще торопиться не нужно. У них, знаете, такая вот маслянистая составляющая. Вот можно посмотреть, да, вот, собственно, лак, он точно так же вот расслаивается, и у них в составе есть что-то такое вот маслянистое. На штампе не скатывается, ну, то есть разбавлять, наверное, разбавителем от Dance Legend не пробовала еще разбавлять. Вот. Они действительно очень долго сохнут, и у них тоже довольно интересные цвета, особенно пастельные цвета, да, тоже нигде вот не встречала.
такие вот светло-зеленые, пастельная, то есть у них вот серия, то есть я брала вот такой вот светло-светло-желтый тоже цвет, нигде такой, ну вот ни у кого еще пока что такой не видела. Цвета у них тоже очень интересные. И, собственно, я и делала заказ именно вот из-за каких-то таких вот разбеленных светлых цветов. И брала вот маленькие флаконы. Ну и, конечно же, белые и черные я уже брала большими флаконами. В принципе, там по цене это не очень дорого. Там единственное, дорого получается, ну не то, что дорого, да, а в том плане, что вам нужно сделать заказ и оплатить еще доставку. Вот, поэтому, ну, с учетом этого, в принципе, получается цена выше. Но так палитра у них тоже довольно хорошая, и, в принципе, лаки это самые пигментированные лаки, которые есть в моей коллекции. То есть по пигментации с Mundo de Uñas у меня сравниться никто и ничто не может. То есть я говорю, делала заказ только один раз, больше я не собираюсь с Мексики пока что заказывать, да, хотя меня полностью устроили, в принципе, эти лаки, да, опять-таки по пигментации, потому как они очень долго сохнут, да, и все такое прочее, но пока что я заказывать еще раз не собираюсь. Со временем они, знаете, они даже вот так вот немного тянутся, да, вот я вот тоже хотела показать, вот видите, да, то есть он вот прям вот тянется, я не знаю, прям как будто, ну, в плане того, в плане работы, да, вот как с лаками для стемпинга, ну, то есть мне это не мешает, но они вот настолько хорошо пигментированы, но это вот просто вот прям какая-то вот, знаете, такая вот краска, маслянистая краска, которая, ну, не знаю, очень комфортная, в принципе, в работе будет даже для новичков. Больше я не собираюсь делать заказ с Мексики. Вот один раз делала, посмотрела, поигралась, и в принципе, да, то есть как бы мне этого хватило. Сейчас просто, знаете, почему на тот момент я решила делать заказ в Mundo de Uñas? Потому что, да, много пигмента, эль-коразоны, они очень быстро сохнут. Ну, то есть ими нужно быстро работать. И не всегда, знаете, это комфортно, и не всегда это удобно в работе. Поэтому, собственно, я и заказывала Mundo de Uñas, да. Но сейчас из-за того, что, в принципе, вот я, как я уже неоднократно говорила о том, что я разбавляю лаки для стемпинга, да, то есть и эль-коразоны у меня тоже сейчас нормально работают, и, собственно, в принципе, что еще желать, да, то есть если у лаков для стемпинга хорошая пигментация, на сегодняшний день для меня это самое главное, а там уже разбавить так, чтобы они меньше, ну, не так быстро сохли, можно разбавителями. И вот еще вот такая вот небольшая коллекция осталась от Николь Дари. От Николь Дари у меня были лаки для стемпинга, то есть я вам сейчас показываю свою коллекцию на сегодняшний день, которая, да, то есть чтобы вы тоже понимали, от Николь Дари у меня были лаки для стемпинга, ну то есть обычные цвета, они были у меня тоже одни из первых. Но я очень быстренько от них, скажем так, вот очень быстро их использовала. И единственное, что у меня осталось на сегодняшний день, это их коллекция лаков для стемпинга на водной основе. Да? Она у них еще есть в наличии. Это тоже, то есть лаки для стемпинга, в принципе, неплохая пигментация у них. У них вот здесь вот очень хороший вот этот вот такой вот розовый. Тоже, видите, тоже расслаивается лак. Ну, я ну, еще раз повторюсь, это ничего страшного, да, то есть вот встряхнули флакончик. В любом случае, перед тем, как начинать делать стемпинг, да, лучше встряхнуть флакончик для того, чтобы лак по пластине распределился равномерно, то есть там вот, ну, пигмент все равно оседает. Вот этот вот розовый у них очень хороший. Мало того, еще цвет такой приятный, да, такой припыленный розовый, да, очень хороший цвет и, в принципе, довольно пигментированный. И вообще вся вот эта вот коллекция, она неплохая у них. Но это лаки для стемпинга на водной основе. Ими нужно работать прям медленно-медленно,
в ритме вальса, да, там, как там говорят. А, Ну вот, в принципе, вот вся эта коллекция лаков для стемпинга именно на водной основе у Николь Дари, она мне нравится. Ну, то есть ими сможет работать и новичок, но использую. Почему я, скажем так, не то, что не использую, да, я их очень редко использую, у них хорошие цвета, хорошая пигментация, и белый, и черный, тут все хорошо, но просто для того, чтобы, если, например, вот мне нужно просто отпечатать рисунок, да, я могу взять какой-то из этих цветов, да, но лаки для стемпинга на водной основе, их, собственно, и перекрывать нужно сначала топом на водной основе, чтобы не смазать. И вот здесь вот есть немножко вот такая вот загвоздка, да, то есть если, например, мы отпечатываем там, вот, например, обычным лаком для стемпинга, и потом что-то допечатываем, например, лаком для стемпинга на водной основе, то потом все это дело нужно перекрыть именно топом на водной основе, иначе смажется. Да, топ на водной основе, как мы с вами знаем, он не смазывает ни лак для стемпинга, собственно, ни лак для стемпинга на водной основе. Вот. Тут, значит, вот такая вот у нас история. Очень жаль, да, что Beauty Big Bang, они как бы свою палитру лаков не увеличивают, и мало того, и старые цвета тоже найти невозможно. Вот, у Mundo de Unions, если будете делать заказ, то, как бы, на мой взгляд, вам достаточно будет вот такие какие-то маленькие флаконы взять, это также вот тоже расслоившийся, да, цвет, вот на самом деле он вот такой вот. Просто я, знаете, вот видите, вот я где-то наклеивала вот такие вот штучки, да, это, конечно, очень удобно и замечательно, но в итоге они бывают, нет-нет, они все равно отваливаются, отклеиваются, вот, и поэтому я просто-напросто вот так вот выставляю по капельке на крышечку, и, собственно, вот так вот я и ориентируюсь, то есть лаки, они у меня вот так вот стоят. Это, знаете, такие контейнеры, которые друг на друга вот так вот складываются, да, то есть, и, собственно, мне так удобнее хранить. Я достала вот такую вот коробочку, если я использую какой-то лак, потом все так вот сложила, друг на друга наставила эти коробочки, и все, собственно, и убрала. То есть мне так удобнее, мне так легче. Совсем не похоже на какого-то прям маньяка по стемпингу. И, значит, вот такая вот коробочка. Это лаки для стемпинга от Born Pretty. Мне очень нравились лаки для стемпинга от Born Pretty там 3-4 года назад, когда у них вот в таких вот флаконах они были. Так, не знаю, вот найду я сейчас там 16 номер. Сколько здесь миллилитров? Ну, не знаю, 10, наверное, да, там. Сколько? Нет. Или, может быть, даже 12, да, миллилитров. Так. Ну, нет, такой информации. 15 миллилитров. 15 миллилитров. Да, это, конечно, очень, ну, не знаю, насколько тут 15, но в любом случае, да, вот в этих флаконах у них, в принципе, довольно тоже была такая широкая палитра, не настолько широкая, как у Эль Коразонов, но тем не менее, да, то есть цветов было очень много, и у меня на тот момент были все цвета от Born Pretty вот именно вот в таких флаконах. Там у них несколько зеленых, там несколько розовых, голубых, синих. То есть у меня была тогда вся коллекция именно вот таких вот в таких флаконах. Сейчас где-нигде можно на Алиэкспресс найти продавцов, да, магазины, которые продают тоже лаки для стемпинга от Born Pretty вот в таких флаконах. Но это уже все-таки старые флаконы, да, они могут прийти там засохшие, ну то есть не то чтобы там густыми, да, они могут просто прийти засохшими. Поэтому, в принципе, я эту коллекцию не пополняю сейчас, да. Вот, а вот это вот новые их флаконы, они вообще, в принципе, ничем не отличаются, но у них вот есть вот такие вот какие-то неоновые коллекции, да, то есть очень слабые по пигментации, там вообще практически не видно цвета,
да, то есть вот такой вот тоже оранжевый. Ну, то есть при отпечатывании там цвет практически не виден. Очень очень-очень слабые. А вот эти, они, в принципе, вот идентичны, да, просто поменялся сам пузыречек, флакончик, да, поменялся и все, собственно. Там вот синий, но синий здесь у них вот цвет, да, вот очень похожий, да, вот этот вот цвет. Вот, то есть, в принципе, можно приобретать и вот новые их флаконы, то есть по пигментации это будет все то же самое. Но единственное, имейте в виду, да, то есть вот эти вот неоновые, ну, не стала бы я брать, потому что именно если мы говорим как лаки для стемпинга, они слабоваты. По пигментации это прям вот совсем слабенькие. Вот, вот, собственно, из Поднебесной, вот вторая коробочка, да, вот видите, вот совсем скажу, что в основном, да, я все равно использую черный, белый, да, то есть вот практически полный, да, ну сколько я говорю, там 3-4 года назад, вот они практически полные, и я не знаю, хватит мне их еще на года 3-4, это точно. Вот, ну то есть вот, например, какие-то цветные лаки, зеленый, да, может быть, я там как-то тоже использую, нет, да, но вот сказать, что, не знаю, то есть вот у меня практически они не заканчиваются. Да, есть, конечно, цвета, которые вот прям совсем все закончились, и, как говорится, да, докупаю. Коричневые я докупала у Бонприти, да, там вот у них два коричневых, один светло-коричневый, один ну, потемнее. Вот коричневый я докупала, ну, который вот именно светло-коричневый, потому что темно-коричневый, он немножко с краснотой, да, с такой вот, вот нравится. В новой коллекции, в новых флаконах я брала тоже коричневый он у них, но это как раз-таки тот коричневый, который вот с краснотой у них. Ну, собственно, все остальные цвета, тут вот тоже с шиммером, да, тут есть у них коллекция. Так, это вот золотой у них. Золотой, ну, точно такой же, как и вот в старых бутылочках. Я говорю, тут, в принципе, одно и то же. С шиммером, но не могу сказать, что вот мне понравилось. Брала с шиммером, были намного интересней и ярче цвета. И все, собственно, у меня осталась еще одна коробочка, и я думаю, что много что говорить об этой коробочке мне сейчас не придется. Почему? Потому что, в принципе, не так давно на моем канале было видео, да, с лаками, с моей коллекцией лаков для стемпинга от Dance Legend. Вот она, эта коробочка. И вот они, эти лаки. По пигментации здесь вот что я могу сказать по поводу лаков от Dance Legend. Здесь, знаете, такая золотая середина. Тут, скажем так, и пигментация хорошая, и с лаками комфортно работать. Да, то есть, ну, именно золотая середина. Нельзя сказать, что вот лаки прям очень сильно пигментированные. Такого я сказать не могу. Очень сильно пигментированные лаки — это Эль Коразон и Mundo de Uñas. Там вот прям пигмент, так пигмент перекроет черный цвет, прям вообще так, что от черного не останется и следа. У Dance Legend, да, пигментация неплохая, но ну, я говорю, это золотая середина. То есть они, я считаю, ну вот мое мнение, они подошли к этому вопросу именно так, чтобы лаки были комфортными в работе, и при этом у них была хорошая пигментация. То есть они нашли вот именно такую вот золотую середину для того, чтобы лаками было комфортно работать. Конечно же, у них хороший желтый, это тоже я повторяю, конечно, желтый цвет. Повторяла также вот этот вот цвет, да, у меня тоже 21-й, это такой вот хаки цвет, такого цвета нет ни в одной, ну вот я во всяком случае не попадался у меня в других компаниях. Вот, повторяла также тауп цвет, да, его тоже нет, 22-й у многих. Ну, то есть, и у них очень красивый
первый номер, это красный. Да, вот я люблю красный именно такой, который на черном цвете будет оставаться вот именно таким вот алым красным. И вот у Дансов это номер 1, да. Сейчас я вам для сравнения, да, вот от Эль Коразон, вот рядышком красный, да, 8 Red, и вот от Данс Легенд. Вот видите, они в принципе, они отличаются друг от друга, и от Эль Коразон он все-таки немножко темнее, да, вот какая-то темно-красная такая нотка добавлена. Вот, у Beauty Big Bang вот тоже очень красивый красный, но вот видите, он тоже немножко темнее. Да, вот он чем-то даже может быть похож на такой вот красный. И на черном тоже. На черном очень хорошо смотрится. И на черном, и на, ну, на белом-то понятно. Вот. И что еще хочу сказать? Нужны ли вам вообще все вот эти вот цвета, да, лаков для стемпинга? На мой взгляд, если вот я сейчас так вот более или менее начала как-то использовать эти лаки, да, ну вот разных цветов, да, ну вот такой вот неоновый, например, вам нужен, да, вы знаете, только сейчас я начала как-то использовать цветники, да, вот какие-то цветные лаки, потому что вы знаете, что я сейчас вот готовлю, ну, готовила и готовлю работы к чемпионату. Все, вы знаете, а так это все у меня вот просто лежало. Я использовала у Дансов, да, повторюсь, вот этот лак, кстати, я тоже повторяю, 5 номер, да, это вот такое приглушенное золото. Шикарный такой, очень такой дорогой цвет золота. И это у меня вот золотой, кстати, вот этот, это у меня тоже повторяла этот цвет. Вот, то есть, если вы не собираетесь готовиться к каким-то нейл-чемпионатом, да, по стемпингу, вот такое количество цветов, там 150 серого, да, там вот такой темно-серый, графитовый, светло-серый, и в других марках там еще там серые цвета, ну вам не нужно это, ну правда, это не понадобится. То есть, по большому счету, да, на мой взгляд, красный, зеленый, желтый, да, черный, белый. Ну вот я как-то справлялась вот этими цветами, потому что, ну вот использовать какие-то вот светло-зеленый, темно-зеленый, сейчас еще к тому же можно все это дело комбинировать с гель-лаками, да, то есть и раскрашивать с гель-лаками можно, поэтому вот такое количество цветников, оно в принципе у меня просто-напросто застаивалось. Мало того, я хотела вам показать еще сейчас вот коробочку такую небольшую. Вот такая вот коробочка. Это обычные лаки. И если вы думаете, что обычные лаки не подходят, это тоже вот калейдоскоп, это термолак, но это обычный лак, то есть это не для стемпинга лаки. Такими лаками, в принципе, можно раскрашивать стемпинг, да, то есть если вы, например, если говорить о том, что вот реверсивный стемпинг нужно все-таки раскрашивать, да, и поэтому многие приобретают, вот мы, например, да, приобретаем лаки для стемпинга и ими, собственно, и раскрашиваем, да, лаки Step, да, вот тоже хорошо пигментированные. От Essence, ну, тоже некоторые только цвета. Вот эта коллекция прям, это обычные лаки, но они хорошо, ну, они для стемпинга не совсем подходят, да, вот так. Отпечатать рисунок, конечно, ими получится, все будет хорошо. То есть отпечатать рисунок я ими могу. Но это вот Dance Legend, это тоже обычные лаки. Это их серия, это я когда-то там выигрывала, у них там тоже, они мне тогда прислали. Тщательно, ну то есть по пигментации они неплохие, как для обычных лаков, и ими можно вот раскрашивать. Вот такой тоже, не знаю, Диваш, да, то есть вот тоже Pictu, тоже, ну просто нужно смотреть, да, и в принципе этими цветами
Это вот с Беларуси Танечка, да, Love Nails мне присылала, тоже очень хорошие по пигментации. Я еще раз скажу, это обычные лаки, обычные, но они подходят, в принципе, и для стемпинга. То есть очень люблю Golden Rose, у меня есть еще этот флакончик, не в ту коробочку, в общем, положила. Golden Rose, у меня есть тоже такая вот коробочка, и там вот обычные лаки именно для ногтей. И вот от Golden Rose тоже подходят замечательно лаки для того, чтобы раскрашивать стемпинг, и даже некоторыми из них можно делать, ну, то есть отпечатывать стемпинг. Поэтому, вы знаете, я когда-то, ну, было время, что мне пришлось отказаться от геля, да, то есть, и у меня была жуткая аллергия. И мне пришлось тогда полностью перейти на обычные лаки. Вот можете себе представить, да, сколько у меня тогда всех этих лаков. Вот еще тоже Golden Rose тоже. Вот мне пришлось перейти на обычные лаки. То есть мне пришлось забыть про наращивание, забыть там про все. То есть я перешла полностью на обычные лаки. Но, тем не менее, вот видите, до сих пор, то есть этим лаком им точно, они точно уже далеко не свежие, скажем так, да, вот, тем не менее, раскрашивать ими стемпинг, а некоторыми даже делать стемпинг вполне как бы можно, и выкидывать такие лаки, ну, вот как-то у меня рука не поднимается и навряд ли поднимется, вот. А что тут такого, собственно, почему бы и нет, да, почему вот не раскрашивать и, соответственно, не тратить средства для специальных. Вспоминаю твой обзор «Чемодан с пластинами». Была в шоке. Сколько добра. Мой хомяк чуть не застрелился. Машенька, да, сейчас представляешь, это вот когда-то был там обзор с пластинами. Сейчас, представляешь, сейчас их еще больше, и это ужас. Это просто ужас. Это же, если лаки, например, для стемпинга, ну ладно, там как-то они там поставила, стоят себе, то именно пластины для стемпинга, они вроде бы много места особо не занимают, ну вот, каждая пластина, да, ну что она там тоненькая, но они такие тяжелые. Так, Мария тоже, да, Вика, это находка, кладезь информации, спасибо большое. Валентина, а я не помню такой обзор на чемодан пластин, с удовольствием бы посмотрела. Валентина, это на самом деле был не обзор на пластины для стемпинга, это был обзор на чемоданчик, который, скажем так, я приспособила для хранения пластин. Сейчас я вам его покажу. Сейчас вот я почитаю комментарии и покажу вам этот чемоданчик, он недалеко у меня. Здравствуйте, я у Бенгов кисточка большая. Полина. Здравствуйте, Полина. Да, я согласна, у Beauty Big Bang, у Николь Дари, ну вообще, да, в принципе, я так полагаю, вот эти флаконы вы имеете в виду. Да, у них большие кисточки, но для стемпинга, в принципе, да, ну то есть мы же наносим лак, да, то есть на пластину для стемпинга, и в принципе нам нужно это сделать как можно быстрее, да, то есть мы быстренько нанесли лак для стемпинга на пластину, скрапером убрали, то есть и тоненькую, вот тоненькая кисть, например, мне была бы неудобно именно для лаков, которые предназначены для стемпинга. Тоненькой кисточкой, ну, я не знаю, я не найду, наверное, вот в обычных лаках, сейчас посмотрим, да, вот какая-нибудь, ну, и то это тоже, да, широкая кисть. Ну, то есть представьте, да, тоненькой кисточкой, вот вы набрали такая лак для стемпинга, и вам нужно вот его как-то вот распределить по пластине, то есть, ну, тоненькой кисточкой, мне кажется, это неудобно было бы. Ну, может быть, я ошибаюсь. Так, Машенька, там органайзер для пластин. Да, такой мини-чемодан, там столько пластин. Все правильно, да. Это был обзор именно на такой чемоданчик. Так, на Валберес нашла голографический лак для стемпинга, но пока жаба душит, уж очень дорого. Элеонора, вот я вам скажу, вот действительно, вот эти
у Dance Legend, да, там голографик тоже стоит в районе 600 рублей. Но, на мой взгляд, ну, как часто вы его будете использовать, и это в основном для полых рисунков. Тонкие линии, да, ну, это будет вот что-то, говорю, там где-то поблескивать, а что именно там особого, знаете, то есть если рисунок такой вот линейный, да, если мы говорим про текстуру, да, типа мрамора, типа вот что-то такое, дерево, то голографиком будет неплохо смотреться. Но если это просто вот линейный рисунок, вот как мы любим, да, сейчас вот очень модно, да, там силуэт девушки, там листочек, веточка там с листьями, то особо хорошо смотреться это не будет. И, ну, не знаю, подумайте, нужно ли. Я очень редко использую именно с эффектами лаки для стемпинга. Валентина, у меня аж два полных таких органайзера на 128 пластин и один отдельный для больших на 12, по-моему, штук. На 12, по-моему, штук. Тоже почти полная. Очень хорошая коллекция у вас, Валентина, замечательная. Да, Машенька, круто. Так, шиммером слабенький, тоже почти не видно. Да, Танечка, Таня Love Nails. Здравствуй, здравствуй, Танюш. Какая коллекция? Не соглашусь, но Танечка считает, что лаков для стемпинга дает свободу выбора при создании дизайна. Танюш, я отчасти с тобой согласна. Я сказала, да, ну то есть я такую пояснение дала, что если вы особо не увлекаетесь стемпингом, ну, то есть, вот знаешь, там девочки как бы для себя там как-то вот что-то, ну, потом, я говорю, многие сейчас уже можно раскрашивать там гель-красками, гель-лаками для стемпинга, поэтому по поводу, нужно ли такую коллекцию, это, да, личное дело, конечно, каждого, тут каждый сам для себя решает, какие ему там нужны, какие не нужны. Да, большая коллекция действительно, это с одной стороны хорошо, вот вы берете такая, да, то есть вот вам не нужно там, ну, ничего замешивать, взяли тот цвет, который вам нужно, и сделали. И отпечатали, там, раскрасили и все такое прочее. Но они настолько, там вот эти вот. Так, первый стемпинг делала обычным лампом от Golden Rose, цвет серебро. Да, вот Golden Rose отлично, да, подходит. Это красота, я про чемодан пластин. Да, ну кому-то, да, кому-то. У меня любовь к дансингу, я с ними начинала. Так, бабочки? Бабочки. У меня более 1000 штук после этой фирмы сбилась со счета. Да, около 1000 штук. Ну, лаков для стемпинга. У меня такой большой коллекции лаков для стемпинга, как вы сами видели, нет. И, в принципе, ну, то есть, как-то ее увеличивать, ну, вот, ну, не знаю, я сейчас, вот, мне нужны какие-то, вот, да, цвета, я, наверное, как-то там и ищу такие цвета. А так, в основном, вот он, это, значит, это на самом деле органайзер. Да, вот он у меня сейчас просто не помещается в камеру. Это такой вот органайзер для косметики вообще, в принципе, да. То есть, если вам нужны размеры, пожалуйста, девочки, да, то есть как бы чуть позже могу после прямого эфира скину ссылочку, да, на обзор этого органайзера. Так, и вот тут вот так вот сложены пластины. Чем удобен этот органайзер, да, то, что вот здесь вот такие вот съемные вот эти вот штучки, то есть их можно распределить, расставить там, как вам удобно, да, и, собственно, то есть у меня вот тут вот так вот пластины, это пластины без подложек, да, и чтобы не обрезаться, то есть я просто приклеиваю две пластины с двух сторон, да, то есть если у пластины нет подложки, просто на двухсторонний скотч, вот так вот две пластины, и уже порезаться, в принципе, ну, сложнее порезаться. При этом, знаете, вот многие говорят, ну вот как можно порезаться об эти пластины, что тут такого, да, раньше это все-таки старенькие пластины, да, с Алиэкспресс, сейчас уже как-то края более или менее обрабатывают, но тоже не у всех, да, поэтому вот именно поэтому раньше и делались подложки, да, там,
И до сих пор, в принципе, да, там делают подложки. Потому что раньше края очень плохо обрабатывали. И один раз я тоже думала, ну как можно обрезаться, да, ну вот один раз обрезалась, и, в принципе, мне этого хватило, да. После этого я вот стала вот так вот их приклеивать с двух сторон. Это не вся коллекция пластин, да, как вы понимаете, но это вот, это чемодан. Это очень удобный в итоге получился вот такой вот чемоданчик, где вот, вот так вот хранятся пластины, и вот так вот, вот таким образом я, собственно, ищу, да, какая пластина мне нужна. Вот. И, ну, вот эту перегородку я сделала, потому что здесь, тогда я тоже, вот говорю, делала один заказ, взяла их лаки, взяла пластины. Тут тоже очень у них интересные пластины. И я делала заказ года 4 назад или там 3 года назад. На тот момент у них пластины были просто, можно сказать, уникальные, да, там с этими супергероями, да, там, кто помнит «Игру престолов». Ну вот как я могла не взять, да, вот эту пластину, потому что здесь вот этот Джон Сноу, там, да, Дайнерис, да, на тот момент, ну, я не знаю, кто смотрел «Игру престолов», но такой был сериал, в принципе, довольно интересный, культовый. Я тоже ждала, когда там будут выходить новые эти. И когда я увидела вот эти вот пластины с этими персонажами, конечно же, я не могла не взять. И, в принципе, на Али ни у кого я до сих пор эти пластины так и не встречала. Вот такой вот чемоданчик. И, конечно, это очень удобное в итоге, да, очень удобный такой вот чемодан получился для хранения. Да, вот я думаю, что вот, девочки, вы говорили про вот такие органайзеры, они у меня тоже, конечно же, полные. Вот, у меня, в принципе, сейчас, ну, каких-то пластин тут просто я уже, какие-то пластины просто у меня сейчас в ходу, потому что я опять-таки готовлю очередную работу на очередной чемпионат. Вот органайзер. Вот органайзер, да, тоже красивый. Тоже красивые. Это тоже, это все органайзеры полные, понимаете, у меня сейчас, да, у меня сейчас опять стоит вопрос по поводу организации пластин, потому что пластин уже больше, чем органайзеров у меня есть, скажем так. Сейчас покажу тоже очень красивый органайзер. Это был подарок от Татьяны Love Nails, да, Танечка, ты помнишь. Вот, очень удобный, и здесь помещается там 90, это, ну, в этом органайзере у меня пластины только от Mayo London, да, тогда Mayo London я тоже закупала пачками, кучами, вот, то есть это вот только очень удобный, тут ничего лишнего, как вы видите, и вот именно для пластин 6х12 с подложками все замечательно, как говорится, помещается. Вот, это вот такие вот очень хочу. Я очень хочу избавиться от вот таких вот маленьких органайзеров, потому что у меня тоже немало, и вы знаете, вот каждый раз вот эти вот маленькие такие вот достаешь, ну то есть они вроде бы они много места не занимают, но вы знаете, когда это вот так вот друг на друга, знаете, вот такая вот кучка, пачка, и соответственно уже получается, что как-то уже много места занимает, поэтому, на мой взгляд, вот еще бы второй чемоданчик, ну вот я сейчас думаю, да, может быть, придется приобрести второй чемодан. Было бы, мне кажется, в чемодан намного больше умещается, причем как маленьких, так и больших. Вот, и поэтому так. Лаки для стемпинга не считала. Ой, лаков для стемпинга, вот они. Так, порезаться легко. Да, очень легко. Я говорю, один раз порежешься, и все, в принципе, уже хватает. Две пластины между собой. Спасибо, Танюш. Да, вот, ну, так, я за полгода увлечения стемпингом набрала более 300 штук пластин. Теперь любуюсь своим каталогом. Сложно выбрать дизайн для себя из такого разнообразия. Очень сложно. Я согласна, Полина. Мало того, знаете, когда у вас будет, например, там больше, чем 300 пластин, вы уже будете забывать, что у вас есть, чего у вас нету, какие пластины есть, какие рисунки, какие и все такое.
классные пластины у Mundo de Uñas. У них минус только в том, что у них настолько глубокая и острая гравировка, что лаки, ну вот, для того, чтобы очистить пластину для стемпинга, знаете, то есть когда вы ее очищаете, ватный диск, он прям весь такой вот, ну то есть остаются, вот эти вот ворсинки остаются на пластине, они цепляются за гравировку. Так, так, Мария, действительно, как же не взять Джона Сноу? Ну вот действительно, ну вот как можно было не взять его, да? Так, Полина, мне понравилась идея сделать органайзер из папки опять и каталог распечатать отдельно. Да, очень, вы знаете, вот это вот, оно занимает, на самом деле оно занимает уйму времени. Вот вы не поверите, но это занимает кучу времени. Перекладывание пластин с одного органайзера на другой. Сначала вы думаете, ой, разложу я пластины, пожалуй, по временам года. Потом вам вдруг приходит в голову, нет, я лучше разложу пластины, ну, то есть как-то их организую таким образом, что там, например, там цветочки отдельно, бабочки отдельно, или там геометрия отдельно, или что-то отдельное. То есть вот это вот постоянно, вот эта вот организация, да, она нескончаемая какая-то, да, то есть у вас появляются еще пластины, и вы уже думаете, ох, блин, не помещаются там эти пластины уже туда, надо придумывать что-то другое. То же самое и с лаками для стемпинга, в принципе, то же самое и с любыми другими материалами. Как только у вас их начинает зашкаливать, у вас тут же начинается проблема, а куда? Куда это все ставить и как это, ну, постараться покомпактнее, да, там разместить, чтобы это все занимало меньше времени. Так. Так, у кого-то из блогера видела. Ну, возможно, удобно. Папка, вот такая вот папка, опять, я не знаю. Ну, вот как по мне, для меня сейчас удобнее чемодана нет. Еще, кстати, вам хотела показать один лайфхак. Сейчас покажу тоже. Ой, блин, у меня тут этот штатив. Вот в таких органайзерах, да, то есть как бы вот такие вот маленькие пластины для стемпинга, иногда они, во-первых, очень тонкие, эти пластины для стемпинга, и они, как сказать, ну, подложки на них, вот, ну, например, я не делаю, да, и вот иногда они бывают так вот, как прилипнут, да, к самому вот этому файлу, и их очень сложно бывает достать. И ну, не знаю, вот этот, например, да, сейчас. Вот таким образом, да, можно сделать. Вот так. То есть вы под саму пластину ставили скребок, да, и вот таким образом достали. Особенно вот у кого ногти, девочки, да, сложно доставать тоже. Вот. Может быть, кому-то пригодится, потому что вот с таких файлов вот тонкие вот эти вот пластины, особенно вот такие вот квадратные, да, которые, они сами по себе очень сложно вынимаются, да, и то есть вот ногтями, это нужно вот прям ногтями туда подлезть, да, чтобы, и можно на самом деле и ноготок сломать. А это вот вставили туда скрапер и потянули, и все, собственно, и достали. То есть вот таким образом можно доставать вот такие вот пластины. Вот. Ну, мало ли, вдруг кому-то пригодится эта информация. Так, по тематикам. Да, Танюш, я знаю, ты по темам. Очень удобно, и добавлять можно сколько угодно. Намучилась так доставать диски и решила их все на подложку наклеить. Вот, да, вот видишь, я вот сейчас и решила поэтому показать, как можно вот так вот доставать. Танюш, ну вот согласись, сколько у тебя времени, да, ушло на то, чтобы организовать вот свои пластины? Я не знаю, месяц, сколько там по времени, я уже даже не помню. Поэтому это, конечно, вот эта вот организация, это все очень хорошо, но действительно занимает очень много места.
А сейчас вот еще, наверное, вернусь к вот этому чемодану. Что здесь удобно? Да, оно того стоит, это безусловно, конечно, свое место, как говорится, вы сами для себя, каждый сам для себя делает так, как удобно, конечно, это в любом случае того стоит. Чем удобен чемодан, то, что здесь не нужно пластину в файл засовывать, да, то есть ни в какой файл не нужно. Просматривать, да, то есть вот вы оставляете место, в принципе, да, вот вы вот таким образом просматриваете пластины. Ну, я не знаю, мне вот так вот пролистывать, ну, не знаю, листать, как это можно, как по-другому сказать, очень удобно, да, и то есть вот вы поработали пластинами, очистили их и обратно просто вот так вот убрали. Все. Именно поэтому я не знаю, сколько сюда пластин влезает, есть ли такой органайзер, в который может вместиться столько пластин, я не знаю, по-моему, самое большее на 90 там с чем-то, да, органайзеры, на 90 с чем-то пластин, по-моему, самое большое. Но здесь, ну, давайте я потом уже... Вообще нет холдеров, согласна, что перелистывать намного удобнее. Да, в холдерах, конечно, это вот нужно еще мало того поработали, еще нужно засунуть потом обратно эти пластины. Это, конечно, все очень неудобно. Девочки, ну я так понимаю, мы уже с вами вот в час в эфире. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задавайте. Я, в принципе, вроде бы по ходу так вот старалась отвечать. Следующий прямой эфир, чтобы вам интересно было бы посмотреть, через один эфир, то есть вот не на следующей неделе, а через неделю я уже подготовлю эфир со своими работами чемпионатными, да, там конкурсными работами. Вот. А следующий эфир, ну не знаю, вот чтобы подумайте, пожалуйста, если вам что-то интересно, скажите, пишите, и постараемся именно с этой темой ваше рабочее место. Нет, рабочее место, я подумаю. Танюш, спасибо большое за идею. Ладненько, девочки, всем вам огромное спасибо за то, что поддержали меня в прямом эфире. Я вас очень рада была всех видеть. Вот. Всем всего самого наилучшего. Все. Всем пока-пока. Пока-пока.